Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно старую, интересную и, на мой взгляд, очень удачную масштабную копию в коробке Start Scale Models в масштабе 1 к 43. И это автокран КС-3575А на базе ЗИЛ-133ГЯ. Модель давно снята с производства, хотя при желании ее можно встретить в свободной продаже, и впервые эти автокраны ССМ представил в 2015 году. И было показано три варианта окраски грузовых автомобилей. Первая машина в классической схеме, голубая кабина и желтая крановая установка. Второй грузовик был с темно-зеленой кабиной и серой крановой установкой. И последняя модель была в желтом цвете, схема окраски аварийной службы. И чуть позже также такой автокран выходил в наборе для самостоятельной сборки АВД Models. И набор тоже есть в моей коллекции. Я делал распаковочное видео, показывал его содержимое, поэтому, кому интересно, можете найти старый видеоролик на моем канале. И первоначальная цена на этот автокран составляла 5950 рублей. Это довольно большая сумма, и эта модель стоила раза в 1,5 дороже, чем обычная модель в коробке Start Scale Models. Но не стоит забывать, что это довольно сложная модель, здесь много мелких деталей, и помимо SSM такую модель автокрана больше серийно никто не производит. Конечно, были модели от мастеров-одиночек, конверсии, также модели от мелких мастерских, но по уровню проработки они не дотягивали до этого китайского изделия. И что касается модели ЗИЛ-133ГЯ, то у Костромы довольно хороший ассортимент этих грузовых автомобилей. Правда, в моей коллекции подобных машин не так уж и много. Есть пожарный автомобиль на базе этого грузовика, также модель из набора. А классического бортового грузовика я так и не приобрел в свою коллекцию. Было желание приобрести модель от Автоистории, но как-то не дошло до этого дела. И напишите ваши комментарии, какая модель на базе ЗИЛ-133 есть в вашей коллекции. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот автокран поближе. Здесь довольно большой бокс из-за внушительных размеров самого грузовика. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. И также есть наклейка с артикулом модели, по которому можно найти ее в интернете. Еще раз указан прототип КС-3575А на базе ЗИЛ-133ГЯ, цвет хаки серым. И в свою коллекцию я изначально хотел приобрести грузовик с голубой кабиной, но как-то эти машины быстро исчезли с продажи, несмотря на высокую цену, и потом долго раздумывал, приобрести ли грузовик в схеме аварийной службы или с темно-зеленой кабиной, но пока думал, и желтый грузовик исчез с продажи, поэтому остался только один вариант, который в конечном итоге я и приобрел в свою коллекцию. И этот грузовик довольно хорошо копирует настоящий прототип, хотя, возможно, есть и упрощения, как принято на моделях Костромы, и, возможно, не совсем точно установленные детали. Я небольшой эксперт по автокранам, поэтому, кто из вас знает точнее, напишите, какие просчеты вы заметили на этой модели. И здесь довольно аккуратная покраска и сборка, во всяком случае, на моем экземпляре, но долго не решался на покупку подобных моделей, потому что, судя по отзывам тех людей, которые их приобретали до меня, было очень много поломанных крановых установок, и машина приходила не всегда в кондиционном виде, потому что здесь крановая установка никак не закреплена, нету дополнительного фиксационного блистера. И в теории здесь полностью рабочая стрела, но из-за того, что нить натянута и она сделана в статичном состоянии, здесь ничего не работает. И также крановая установка поворачивается на очень небольшой угол. И также здесь вместе с моделью поставляется небольшая инструкция, я тоже вам ее покажу. И как раз здесь на инструкции показано, как выдвигается стрела, как она поднимается и как двигается крановая установка. И также здесь снизу в пакетике положили обмотку и башмачки под выдвижные опоры, но свою модель я не буду делать рабочей, потому что все равно она у меня хранится в закрытом боксе и нету смысла
здесь перематывать катушку. Но, опять же, повторюсь, здесь есть некоторые нюансы, и, например, можно было сделать рабочие гидроцилиндры на опорах, а здесь их просто сделали в упрощенном виде и даже не окрасили сам шток. Он просто из черного пластика. Но опоры здесь можно выдвинуть. Сейчас я вам покажу, как модель будет смотреться в рабочем положении. И также можно будет поставить башмачки, но из-за того, что здесь цилиндры опущены не на полную длину, они не будут касаться земли. И, например, если вы поставите башмаки, машина будет смотреться очень странно. Ну, вот так выглядит данный грузовичок, скажем так, в рабочем положении. Также здесь есть дополнительный ящик и места для установки башмаков. Но я пробовал, сюда башмачки не влезают. Они чуть больше по длине, и поэтому вы можете их приклеить на надстройку или держать в отдельном пакетике. Также здесь на платформе установлен топливный бак, запасное колесо. И на этом грузовике я поставил покрышки от Maestro Models. Изначально на этой модели была упрощенная резина раннего типа. И впоследствии на более поздних моделях Кострома уже ставила доработанные покрышки, которые в целом не намного хуже, чем резина от Maestro. Но если вы здесь захотите поменять полный комплект, это 11 покрышек, это тоже вам встанет в копеечку. Здесь довольно удачный цвет кабины, и в похожий цвет Кострома красит и другие грузовики, независимо от их даты изготовления. Также, если вы посмотрите на интерьер кабины, здесь окрашены сиденья, дверные карты, панель приборов. Также есть декаль, имитирующая различные датчики. И серебристой краской нанесли дверные ручки изнутри и рукоятки стеклоподъемников. Ручки снаружи здесь из пластика, а почему-то рукоятки на стенке кабины просто отлили единым целым и окрасили в цвет кабины грузовика. И также здесь не очень аккуратно установлено водительское зеркало заднего вида. Я пытался его подправить, но конструкция довольно хлипкая, и также она обильно пролита клеем, поэтому не стал дальше мучить этот элемент, потому что если пытаться его демонтировать, скорее всего повредится лакокрасочное покрытие. Дворники здесь из фототравления установлены довольно аккуратно. Также на кабине присутствуют небольшие габаритные огни. Это детали из прозрачного пластика. В целом довольно хорошо сделана передняя часть грузовика. Также мне понравилось, как здесь сделали светотехнику. Отсутствуют черные точки, но почему-то не нанесли рассеиватель на стекляшку. Это тоже сильно упрощает вид модели грузовика. Также здесь проглядывается радиатор охлаждения. Он сделан в черном цвете, и на моей модели почему-то передние колеса смотрятся домиком, и, возможно, просто перетянули крепежный винт, из-за этого колеса расползлись, но я пытался их немножко подправить, ничего из этого не вышло, потому что пластик не держит свою форму. Также здесь окрашены подножки, это пластиковые детали, присутствует еще один топливный бак, также есть лесенка для того, чтобы оператор мог забраться на платформу. Также здесь натянута нить, и она, скорее всего, вклеена в катушку. Даже если вы попытаетесь срезать элемент, то, скорее всего, нить не даст выдвинуться стреле. И также я видел на некоторых моделях, из-за того, что их собирают свежеокрашенными, возможно, стрела тоже в конечном итоге склеится, и нужно будет как-то аккуратно ее пытаться разобрать. Хорошо сделаны задние фонари, также есть рычаги управления выдвижными опорами, есть сцепное устройство. На этом грузовике не хватает регистрационных номерных знаков, но при желании их можно сделать самостоятельно. И можно посмотреть, как сделана кабина оператора. Тоже присутствует небольшая декаль, рычаги, окрашено сиденье, установлен дворник из фототравления и также нанесли надписи.
Работать вблизи лэп запрещается, не стой под стрелой, модификация крана и сзади есть надпись «Берегись поворота платформы». Вот такая удачная модель, которая украсит любую коллекцию любителей советской техники. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные сравнительные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.